О, давай, тихонько. А. Давай. Не лезет, что ли? Тихо, тихо, подожди. Да там просто за залет она зацепилась, да и все. Че у меня? Как там щука сидела? Какая щука? Куда она взялась? Дима. Не было там никакой щуки. Ну-ка, где пешня? Реально щука, ты что дергал? Куда по морде? Ты там уже вон с поводом. Да, конечно, я тебе про это и говорю. Оп. А, нет, вот она сидит. Сидит. Могу Лунку, лунку надо Ты держи ее. Держу ее, держу. Руки. Стой. Вот так вот не полетим. Во. Эй! Прямо морду. Нет? Нет. Пробуй. Чисть. Точно мне. Ну, Не сильно не буду. натяжки не надо. Вижу просто это. Давай здесь этот край почищу. Давай. Я лучше Стой, сильно, ты тоже не долби. на морозке видишь сколько? Ага. Давай-ка за топором сгоняю. Не... Мы вокруг лунки пока. Что-то есть там, стоит? Ну, не знаю, да. Она вон прямо здесь. Она уже зашла в этот. Лунку, да? Ну, лунку. Трогай морду. Пальцы не сунуть в пасть. Это окна посмотрите хоть. Дима, чувствую клюв. Ага. Ну, да здесь она, здесь. Все, она зашла. Ну, лунка-то вообще проморозилась. Да. Вон она, ее видно, смотри. Ну, да я вижу ее, ну что ты, надо сейчас доставать. Я сейчас отсюда просто подрублюсь, да и все. Ну. Ты же знали, шуга, который мы вчера с тобой будем. Не. Смотри. Леска уже вон тут, она с краю же. С краю леска, Ну-ка, да? вверх подними. Да вот она, вот Вертикально здесь по сделай, тебе да? прямо. Стой. Расчищай. Чтобы понимать, что у нас и так в этой жизни. Держи натяжку, я здесь сейчас прорублю. Я отсюда. Да, вот она сидит. Она сидит. Налим. Налил. Да, налим. Вот здесь надо. Ну, хорошо вроде зацепился. Да. Передние две губы двумя крючками. Интересно. Держи за поводок. Держу. А теперь меняемся местами. Ты на мое, я туда. Давай. Слушай. Хороший налим. Хороший, ты что, Дима, смотри. Да? Да. Конечно. Ну, короче, нет. Надо что-то Стой. пешней сейчас поработать. Почему? Вот не пробито, видишь? Да, вот я про это и говорю. Да ни хера голавль, это нормальный. А, голавль? Да. Серьезно? Голавль? Че, не видишь? Да, Здоровый. вообще, вот это да. Это килограмма 1,5. Да подожди, рано. Стой, ничего себе морда. Так, За жабры дай-ка цепануть. Он не лезет, ё-моё. О! вот это, ребята, рыба. Что, головлей здесь нету, да? Смотрите, размер. Ага. Больше топорика. Ну это сколько? Килограмма 1,5? Ну килограмм точно есть. Не, под 2, наверное. Под 2? Да. Вот это голавлик. Вот это да. Вот это счастье, да. Лунку будем рядом с новой. Короче, даже не вздумай. А? В эту даже не вздумай. Да? Почему? Мы хер достанем, если что-то сядет. Да? Лунку бурим новую. Хороший. И остаемся здесь ловить. Голавль есть. Он херово берет почему-то. Непонятно. Хороший. Отпускаем? Малыша, да? Ну вот смотрите думал, размеры, вот топорик, вот. Ну так ты Больше скажи топора. сколько? 40 сантиметров, 45. Ну что, пачку сигарет положить? Андрей, килограмма 1,5 надо, точно есть. Так мы сейчас померим его по длине. Сколько пачка? Раз, Надо же он мальц. Это 2, 3, на малька взял. 4, 5 5 пачек. Я несказанно счастлив, что удалось добыть вот такого голубля, поймать. Голавль
я очень люблю жареного головля. Вот давно я не ловил вот таких вот, вот таких экземпляров. Ну, здесь где-то 1,5 килограмма, может 2 килограмма, не больше, но очень такой мощный. Посмотрите, какой голавль. Кто-то скажет, что он костлявый, на самом деле просто хорошо его пожаришь, когда он крупный, костей практически все отделяются очень хорошо. Поэтому очень рад, что у меня рыбалка получилась. Но мы проверили только всего лишь 5 жерлиц. Сейчас поедем еще проверим. Может, там еще что-то есть. В детстве нарыбачишь вот таких вот, поймаешь хотя бы там 3-4. Потом домой привозишь. Раз они замерзнут, домой приносишь, они оттают, начинают прыгать. Голавль тоже живучий такой. Рыба сильная. Кушает хорошо. Всеядный. Все ест. И мелкую рыбеху. И паутай, что только не ест. Зацепился хорошо. За 2 губы. Видишь, как зацепился. Конкретно. Оп. Опа. Счастье, ребята, полные штаны. Если честно, я такого не ловил. Самого большого головля, которого я ловил, 1350 кило. Кило 350 был, Серега. Знаешь, сколько лет назад? Еще маленький. 30. Прикинь, какие мы старые с тобой. Сейчас тоже поставим все-таки не зацепом, а так через. Утащил. Нельзя. Головля утащить хотел. Ты чё? Запуталась. Надо распутать. А то потом перетрется, не дай бог. И сойдет рыбина. Опа. Давай. Мой хороший. Палатка ставится за секунду, ребята.
место просто такое злачное по щуке. Здесь почаще можно будет ставить. Раз, три. Все, хватит. Вот теперь надо 3 оборота примерно. Раз, два, три. Так насаживаешь, это без заморочек. А бывает, некоторые продевают через жабры поводок. Можно и так, я и так делаю. Да. Есть желание, можно так. Ну, для наружу. Буквально сколько прошло, минут 15. Всё замерзло. Ну, здесь течение, поэтому даже если живец окочурится, он окочурится, рванул я их, то ничего страшного, он все равно будет за счет течения шевелиться. Ну, конечно, шансов меньше, что рыба возьмет. Все, ставим следующий. Быстро застывает. Ну, хороший живец. Хороший живец. Его живенький какой. Его продвинем через это. Ну, вот так вот снимаешь. Крючок. И продеваешь так вот. Раз. Через жабры. Чтобы сильно его не повредить. Видишь, он практически ничего ему не будет долгое время. Он будет жить, шевелиться не как рыба обычная, нормальная, а как уже какая-то раненая рыба. Щука обычно такую рыбу любит. Все, с Богом иди.
Иди с миром. Принеси нам щуку. Как у шакала след, это куница, скорее всего, будет. Колбаска, перчик и белорусская картошка. Всем привет! Вкусная у вас картошка, братья белорусы. Сейчас посмотрим, сколько сегодня давануло. Молодец. Умница. Умница, не собака, золото.
Рыбачить будем на короеда, головля. Вот такая огромная мормышка. Короед замерзший, надо его отогреть. Погода меня никогда не балует с рыбалкой. Ночью было практически минус 30, сейчас вот минус 22, минус 21. Ой, ну что ж, ну будем надеяться, что жерлицы сработали. Сейчас придем и посмотрим. Главное, чтобы... Ты как думаешь, что там у нас? Да щуки точно есть? Есть? Мы на хорошем месте расставлялись. Да, хорошо. Собаку надо приучать к разным условиям. Вот сейчас вот Грома к аэролодке приучаю. Вот. Ну все, сидит спокойно. Но главное не ломать собаку, как бы дать ей сначала освоиться. Вот я его привел, посадил сначала, пока лодка не работала. Потом эта лодка заработала, снова сел с ним. Он уже запрыгивает лучше. Главное все делать постепенно, не через палку. Через палку, когда делаешь, собака начинает бояться и тихо ненавидеть хозяина. А это зачастую иногда хочется что-нибудь сделать так, чтобы сразу же послушал. Но сразу не бывает. Поэтому терпение, еще раз терпение, ребята, при воспитании собаки. Так, сейчас будем рыбу доставать. Достаем. Барабанная дрожь. Все в траве. Съел короеда. Здесь короеда нет. Так, ничего нет. Он перепутал, он сидел. Сидел? Да. Он все смотал. Ну вот видите, как бывает. Смотал и ушел. Все съел и ушел. Голавлик. Ну, я думаю, если мы здесь, если он здесь был, значит он где-то здесь есть. Нам надо сейчас не кричать и потихонечку там порыбачить, сюда приехать. Потому что такой груз потаскать тоже. Ну вот видите, ночью голавль кормился. Такой способ называется. Нет, не так. Не сажать, неправильно. Неправильно. Смотри, Лилиова мне вчера научил. Вот потом вот так вытаскиваешь и еще раз, чтобы она точно не чтобы слетела. держалась. Да.
еще раз, и потом на третий раз уже это. И тогда он, говорит, хорошо играет и держится. Я тебя понял петлей. Понял? Да. 2 петли, и вот так, да, где-то 5 миллиметров примерно отступаешь, и все, он играет хорошо. Да главное, он не один был, смотри, все съедено же, ни одного короеда нет. А они, видишь, стайками ходят. Ну да. Там стая бывает голов 30-40, то и более. Ну вот это вот. Ну, ты держи. Я сейчас расчистим. Закидывай конец, чтобы его тащило. Взял на эту рыбалку молодого пса. Завтра ему год будет ровно. Вот. Потихоньку молодых приучаю к разным условиям. Ну и чтобы контакт более был какой-то близкий. Поэтому вот беру его на всякие такие. Вот она? Да. Нормально, значит. Дай бог. Подожди. Подожди, замер надо. Не, нет. Сидит. Пусто. И живца нет наверняка. Если не откусила, Но... груз здесь. Живца нет. Клюнула, но не взяла. Жирехи не будет вечером, похоже. Там еще у нас место. Ну, да. Ага. Надо весь поднимать. Ну, я думаю, надо ехать, где комбайн сработал. Да. И там попробовать половить. Вот и все, что я думаю. А потом днем приехать и переставить эти жерлицы, да. Да. И все, ночью попробовать поставить палатку и ночью попробовать половить. Ребятки, на Чусовой, оказывается, тоже очень хорошо. Не так далеко, всего лишь 100 километров от Екатеринбурга. Одну ночь мы были на очень хорошей базе, называется база Мартьянова. Вот, а вторую ночь в палатке. Вчера пробовали порыбачить, но вот так и не получилось. Как бы не было поклевки, ни у кого не клюет. Я всегда выбираю самое интересное время, когда ни у кого не клюет. Но даже то, что ни у кого не клюет, нам вчера не помешало достать одного головля хорошего. Ну, где-то 1,5-2 килограмма был. Едем снимать жерлицы. У нас стоит где-то, наверное, штук 30. У тебя сколько жерлиц? В районе 35 суммой. 30. Ну, у меня 25, у тебя 10, да? Да. Где-то 35 жерлиц. Вчера вот голавль взял на жерлицу. Так что в надежде, что будет еще что-то у нас улов. Может, налимчик будет. Поехали, держите за нас кулачки, чтобы мы сейчас что-то еще интересное достали. С Богом.
Сегодня замерзли все, к чертовой матери, все жарлицы. Причем промерзли не на 2, 3, 5, 10 сантиметров, а до конца. То есть ночью было, видать, совсем хорошо. Минус 27, минус 30. Вот сейчас вот здесь размотка одна всего лишь из 25 жарлиц. И вот мучаемся, выпиливаем, выдалбливаем. И вот не знаю, в следующем году надеюсь, что точно в феврале я не поеду на рыбалку. Там, где не клюет. Что-то сидит, не знаем что. Будем дальше ковырять. Да, обратно идет потихонечку. Вот видишь, у меня прям дергает. Опа, Нет, не, нормальное что-то сидит. Так щука здесь хорошая ходит. Туда не отпускай, там коряга. Угу. Предлагаю, я вот здесь сейчас попробую буром еще пробурить. Угу. Отсюда мы сможем попробовать багром. Угу. Пропил, в принципе, есть, багорик пройдет. Далеко он у нас? Да, найдем сейчас там. Повезло мне опять, ребята. Тридцать 35 жерлиц стояло. А та лунка, смотри, она забита, дальше-то снова. О, хорошо. Да, есть такое. Да, он заходит в лунку, дальше долбим. Здесь под лункой уже крутится. И ощущение, что это жерех. Жерех? Да. Почему? По цвету. Я в лунку видел. Хотя желтоватый цвет может быть и щучка крупная. Стой, давай это, возьми шаболду, давай шаболдой, подожди. Да я потихоньку не переживаю. Он, видишь, вроде зашел вообще в эту лунку уже. Да, я вижу, он Третью. там есть лед. Мне вот здесь надо немножко по это, и он зайдет. Вот смотри, он же зашел в эту лунку. А если я отколю вот так вот? Да, эту, как она называется. Давайте спокойно Сзади. только сейчас. Давай. Сейчас посмотрим, куда он зашел. Мне кажется, он зашел в ту, которую ты сверлил. Эту. Он не зашел еще вообще ни в какую, он снизу. Ну вон он, я имею в виду, да, в лунку не зашел. Вон я вижу, щука. Щука? Щучка, да. Ну где-то килограмма 1,5. Вот. Давай, родная. Давай, родная. По щучьему велению. Сейчас, вот. Да нет, килограмм на 3. Да. Ну, все, ребята, не зря я сюда приехал. Вчера голавль монстр, сегодня щуку кое-как добыли. Ну да, килограмма 3 хорошая. Хорошая будет жереха. Я счастлив. Несмотря на все трудности, это просто прекрасно. Я счастлив. Иди место здесь. Здесь. Ну, прыгай место. Ну. Молодец. Ну-ка, шоу, давай посмотрим, где у тебя тут. Народе, здорово вас. Собаке кабан ломал ногу. И, в общем, 2 месяца зарастала. Потом... даже какие 2? 3 месяца зарастала. Потом снимали пластины. Еще месяц зарастала. И вот вроде бы все заросло, слава богу. Да, мой хороший. Мы еще с тобой всех кабанов добудем, которые нам суждено добыть, да, Гром? Да, мой золотой. Молодец, мирная собака, умная.
Друзья, мы сегодня находимся вот в таком шикарном месте. В 50 метрах от реки Чусовая находится вот такая база, называется деревня Мартьяново. Пойдемте быстренько посмотрим, что тут есть. Посмотрите, база находится в таком живописном месте. Это очень старое село Мартьяново. Сразу видно добротные дома из сосны уральской. Вот это да, тут баня, русская баня. И вот такой вот чан подогревают. Сидишь, наблюдаешь, чувствуешь единение с природой. В общем, интересно. Вы часто меня упрекаете, что я показываю какие-то барские хоромы. На самом деле очень много ребят, кто, как и я, выросли в деревнях и потом как-то в жизни более-менее устроились и что-то вкладывают обратно в свои деревни, в свой родной Урал, либо в Сибирь, либо еще какие-то регионы. Поэтому и мне нравится это показывать, еще раз повторю. Я радуюсь искренне за людей, когда у них есть на что посмотреть, и когда они вложили душу и деньги для того, чтобы людям было хорошо. Здесь обеденный зал, можно и попеть, и попить. В общем, караоке-бар такой. 7 домов у ребят. Сдаются, цены очень умеренные, поэтому ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите. Мы, по-моему, заплатили совсем немного, там в районе 15 тысяч за выходные. Это дом на 8 человек. А также есть дома на 4, на 14 человек, на 8, на 6. В общем, каждый найдет место по карману и по душе, что называется. А глэмпинги вообще, по-моему, в районе 1500 можно арендовать за сутки. Поэтому, ребята, приятно посмотреть, когда у людей получается. Потихонечку развиваются.